Нам предстоит завтра дистанция 257 километров. И если мы проедем, нам дадут медальку. Назревает какая-то битва за респект. Так, завтра у нас тут намечается старт. Первый раз в жизни участвуем в какой-то, это гонка, но мы не будем гоняться. Нам предстоит завтра дистанция 257 километров. И если мы проедем, нам дадут медальку. Приехали мы за день до старта, чтобы не тратить время на дорогу во время гонки. Забрали стартовые пакеты вот уже. Стартовые пакеты такие приятные, там рюкзачок, баночка, носочки и вода. Первый раз участвуем в подобном в чем-то. Но наша цель не погоняться, а просто проехать дистанцию в лимит. Лимит 30 часов на 257 километров. Это как будто проезжабельно. Старт всего этого безобразия в Торуне. Вот мы сейчас приехали, здесь будем ночевать в хостеле, чтобы не тратить завтра время на дорогу. В 6:20 у нас уже старт официальный. В 5 утра встаем, завтракаем, там кофе пьем и лупим. Так, проснулись мы в свои 5 утра. Летим на точку старта, нам до туда 15 минут где-то. Сейчас там нам дадут трекеры, и мы посмотрим, что там вообще происходит. Dwóch kółek na trasę tego najdłuższego dystansu, który liczy dokładnie 257 km. I tak będziemy startować co... Выехали уже первые ребята, у которых старт в 6, вон они сзади видны. Атмосфера, конечно, интересная, праздничная. Так, ну стартанули мы своей группой. На нашу дистанцию записалось 55 человек. Старт был маленькими группами, там по 10 человек. Вот, поэтому пилим. Впереди 257 километров. Посмотрим, что из этого выйдет. Дороги, конечно, не всегда нам шепчут. Не всегда это приятная гравиечка или асфальт. Бывают и вот такие ковыряния по пескам. Плетемся не то что в хвосте, мы замыкаем всю группировку. Остановились тут на пит-стоп. Пит-стоп показал нам, что зря мы с собой столько еды тащим. Я там по незнанке и бананов набрал, и мы там с мака бургеры тащим. Ну, потому что есть страх остаться голодными, но таких будет 3 на всем маршруте. Шансов победить у нас 0. Шансы у нас есть только доехать до финиша. Будем стараться доехать. И если мы доедем, это уже победа для нас в первую очередь над собой. Как бы ты не пытался не закусываться с другими людьми на маршруте, но вот ты едешь свои спокойно, а потом у тебя пульс 165, ты уже там долетишь. Глядите, зайцы, ну погоди. Вот этот в форме терминатора, кто помнит. Спуски такие гравийные здесь понапридумывали. Вроде как на спуске отдыхать должен. А тут как будто и убраться можно, надо full фокус съезжать. Первое правило велосипеда — это если был спуск,
Значит, впереди тебя ждет подъем. «13 градусов подъем, 14 даже. Я таких у нас в районе не видел, никогда не встречал. Километров, скоро пит-стоп. Отдохнуть уже, конечно, хочется чуть-чуть. Второй пит-стоп оказался не таким эпичным, как первый. Там была только одна палаточка, порезанные кабаносы, ну, джерки такие мясные. И 2 последних бутерброда лежало, и мы на них быстренько их забрали себе, украли и съели. Вот, сейчас будем ехать, скорее всего, заправку какую-то искать. Хочется кофе выпить, там умыться, чуть-чуть в себя прийти. Вот, мы думали, что это на пит-стопе на этом произойдет, но он, вообще такой... Начал у нас немного крыть по поводу еды. Решили заехать на заправку, бахнуть хот-дога, там сникерсы и колы, откачиваемся. Тем временем километр номер 162. Мы тут уже успели умереть и ожить заново. Еда уже так не лезет, не жалейки, ничего. Пытаешься пить, но напиться не можешь. Но радует, что уже все идет на убывание, меньше сотки. Километров пит-стоп, и здесь просто райский островок с райскими фруктами. Проехали пит-стоп на 170-м километре. Там хотя бы было нормально. Лавочки, еды было достаточно. В целом уже начинает вечереть, и немного температура падает, и в целом мы начинаем оживать. Уже не так грустно, и тильта уже меньше в разы. Вот. Километры уменьшаются, уже 175, осталось ничего. Есть. Как-то мы троху подожили после пит-стопа последнего. Уже как-то и прохладненько. Катится хорошо. Ну, выглядит так, как будто доедем. Да, маршрут, конечно, очень красивый. Не зря называется Гравелова корона. Тут не дать не взять. На самом деле корона по самым красивым местам. Потихо вечереет. Уже закат. Мы чувствуем себя великолепно. Осталось 40 доехать.
51 на компьютере. Все, мы подъезжаем к финишу. Смотрите, что есть. Медалька. Значок, что я дурачок. 257 километров. Супер. Вообще. Мне очень понравилось. На 130-м я, конечно, все проклинал. И думал, что больше никогда. Но сейчас я счастлив.